Лейбл — это как презентационная компания. Все по молодости у нас любят как бы побыстрее, помощнее. Я не говорю о том, что все остальное плохое или еще что-то, да. Мою музыку играют по всему миру. Мы вообще снимаем или нет? Прогрессив у нас в стране популярен среди тех, кто сидит дома. Делал я там кому-то, значит, ремикс какого-нибудь Вьетнама до Бали и Панамы даже. Мы вообще, в принципе, нашу страну любим. Работаем. Всем привет, друзья! Мы находимся на студии Mega Night, где вы можете обучаться диджеингу и продакшену, потому что здесь работают классные специалисты, здесь есть все необходимое оборудование для того, чтобы получать знания, учиться, прокачивать свои навыки и записывать свои сеты. Сегодня у нас очень классный продюсер в гостях. Он известен по всему миру, его треки играют самые разные именитые диджеи, и его музыку слушают во всех полушариях и континентах. Это Антон Борин. А вопросы, как водится, будет задавать несравненная диджей Алена. Поехали. Антон Борин, диджей, продюсер, резидент промо-команд Triangle Infinity, Warp, грядет. Амбассадор лейбла Mango Alley в России. Его релизы постоянно попадают в чарты Beatport и плейлисты лучших диджеев мира, таких как Джон Дигвид, Гай Джей, Хернан Катанео. Сеты Антона отличаются стильным и при этом андеграундным звучанием с эксклюзивами от лейблов и артистов мирового уровня. Он всегда создает историю и ту самую атмосферу вечеринки, которую запоминают надолго. Настоящие эмоции. Чистый вайб. Привет, Антон. Привет, привет всем, привет, Алена. Антон, расскажи, ты работаешь в жанре прогрессив. Как ты мог бы описать свою аудиторию и аудиторию прогрессив музыки в целом? Ну, на самом деле, как бы, если говорить о общем портрете, да, тех людей, кто слушает прогрессив, то, наверное, это музыка для такого достаточно уже взрослого человека, наверное, за 30, вот, потому что прогрессив хаус это не быстрая музыка, все по молодости у нас любят как бы побыстрее, помощнее, а-ля техно и так далее, но потом очень многие приходят к прогрессиву, потому что музыка мелодичная, она разнообразна, то есть это грувовая музыка, которая и может качать танцпол, и в какое-то лиричное настроение погружать, и не однообразно. Наверное, так. Вот. Поэтому это, скорее всего, люди, которые уже в своем музыкальном путешествии по миру электронной музыки, они уже прошли какой-то путь, и многие приходят вот к прогрессиву, как это сделал и я в свое время. То есть я как бы, наверное, в 96-м году вот начал слушать электронную музыку, слушал много разных стилей, и брейкбит, и гоа-транс, и хаус классический, чикагский, и эйсид хаус, и техно в том числе. Вот. И потом где-то, наверное, в 2002 году, когда была вторая волна прогрессива, я как раз в этот стиль, наверное, и пришел. И вот слушаю его до сих пор. Я пришел в диджеинг профессиональный после того, как я начал писать музыку. То есть я как бы играл, наверное, там на каких-то частных мероприятиях там с 2000-х годов. У друзей где-то какие-то там свои приват-пати, open-air и так далее. Но профессионально я не играл. И в 2018 году я начал писать музыку. Начал писать сразу прогрессив, и, соответственно, после этого как бы уже я пришел в диджеинг. Ну и, соответственно, как бы у меня вариантов других и не было. Потому что, наверное, это две такие как бы разные, вернее, два разных пути. Кто-то приходит в диджеинг и потом начинает писать музыку, а у меня это было наоборот. И причем самое интересное, что моя музыка, она сначала стала популярной в других странах. То есть, как бы, когда меня начали поддерживать
топовые диджеи мира мою музыку, там а-ля Гайджи, Эрнан Катани, там, Джон Дигвид. И вот как-то после этого на меня стали обращать внимание здесь. При этом я начал играть здесь, запросы как бы на выступления с других стран, они есть, то есть мне их периодически присылают, но до какого-то вот финального результата, наверное, не дошло. Но это также, наверное, из-за того, что я, собственно, как бы прям вот не стремлюсь. Будут конкретные как бы какие-то там конкретные подходы, да, по приглашению. Вот, соответственно, тогда я уже и поеду. То есть я как бы определенный гонорар, соответственно, определяю, и как бы ниже его ничего не делаю. А расскажи, ты вот часто играешь в Москве. Я слышала, что у вас была вечеринка с командой «Грядет» в пропаганде. Как прошло мероприятие? Что ты играл? Если говорить о «Грядет», да, я являюсь резидентом этого проекта. И в пропаганду мы пришли в марте месяце этого года. Была первая вечеринка. Она проводится раз в месяц. Вот, и, соответственно, как бы основной принцип этого проекта — это прогрессив в таком настоящем его звучании. То есть мы двигаем этот стиль в России, потому что считаем, что он у нас обделен, да, то есть на самом деле не очень много людей играют именно ту музыку, о которой говорю я. То есть многие называют это прогрессивом, но в действительности как бы это может быть какой-то там мелодик прогрессив, там инди, еще что-то. Но конкретно вот ту музыку, которую мы несем, играет мало достаточно диджеев. И, собственно, как бы вот «Грядет» — это тот самый проект, который решил взять для себя вот этот вот стиль за основу. Ну и, собственно, как бы вот начали проводиться, то есть играли много где до этого, но конкретно вот в пропаганде пришли в марте и начали проводить там ежемесячные вечеринки. Вот, собственно, которые пользуются популярностью. То есть последняя вечеринка была прям, ну, на очень хорошем уровне, было много людей. Я вообще, в принципе, о пропаганде прям очень хорошего мнения. Мне очень нравится это место, потому что там хороший свет, хороший звук. Видно, что люди действительно работают и со светом, и со звуком. Вот. Стоит 3 деки. Я люблю играть с 3 дек, потому что более плотное звучание. И, соответственно, как бы сейчас мало где, кто, ну, вообще из промоутеров, кто ставит 3 деки. Вот. И для меня это как бы определенный такой, скажем так, кайф, да, поиграть с 3 дек на хорошем звуке. Вот. И, собственно, отзывчивая публика, потому что туда приходит и молодежь, и взрослые, и иностранцы бывают. И, соответственно, как бы там всегда вот вечеринки, даже если народа немного, всегда проходит на ура. Людям эта музыка на самом деле интересна, ну, потому что она обладает теми качествами, которые, в принципе, для музыки в нашем стиле достаточно важны. А именно... Ну, наверное, вообще, в принципе, прогрессив — это, вот как я как продюсер могу сказать, что это, наверное, самая такая сложная в написании музыка с точки зрения саунд-дизайна из всех остальных стилей. Ну и вот, собственно, как бы она разнообразна. То есть можно там и поплавать какой-то там мелодичности, можно и как бы прям жестко долбануть грувом. Вот, собственно, как бы не даешь людям заскучать. Расскажи, как ты подбираешь треки под мероприятие и делаешь ли ты после какой-то анализ? Как и любой диджей, естественно, я слушаю очень много музыки. У меня есть там несколько источников ее получения. Это промо-рассылки от артистов, которые в моем стиле пишут музыку. То есть я получаю очень много музыки, которая еще не вышла. Я ее всю отслушиваю там на еженедельной основе. Плюс есть моя коллекция, которую я собираю уже порядка 25 лет. То есть я вот в этом стиле с 2000-х годов. И, соответственно, как бы вот музыка, она идет, что-то запоминается, становится классикой. И ты понимаешь то, что, вот, например, ты хочешь ее сыграть. Вот. Ну и, соответственно, плюс к этому
если у меня нет промо-рассылки, я просто смотрю магазины с продажей музыки, там а-ля Beatport, и отслушиваю ее. В том числе, на самом деле, не только это прогрессив и другие стили, потому что иногда я так же, как и там любой другой, могу что-то там вставить и из другого стиля музыки. Вот, то, что подходит под мой формат. Соответственно, таким образом я готовлюсь. То есть отбираю себе какой-то там материал, и уже исходя из этого, под настроение, которое у меня есть в день вечеринки, я делаю себе там папку, может быть, там из 50-70 треков, и уже приблизительно понимаю, то есть я свой материал хорошо знаю, и новый, я понимаю, что, когда будет можно ставить, каким образом это будет заходить или не будет заходить. Вот. И на основании этого составляю свой сет. А то, что касается анализа его после вечеринки, то, конечно, как и любой диджей, ты просто как бы, в принципе, после на эмоциях понимаешь, может быть, что ты где-то сделал бы, может быть, чуть-чуть по-другому. Какой-то трек может быть провальный там, да, и так далее. Но на самом деле, вот когда ты играешь с 3 дек, то плотность звучания, она как бы выше. И даже треки, которые, если вот он один играет, например, да, ты его просто сводишь, он не будет качать публику. То когда этот 3 деки играет одновременно, соответственно, это как бы все равно этот трек поднимает. То есть я вот понимаю уже, где можно этот трек играть, где его нельзя играть, потому что играют часто. Ну и, соответственно, как бы, исходя из тех условий, которые есть, играю какой-то материал. А как ты считаешь, публика больше реагирует на новые треки или, наоборот, на старые известные? Ну, скажу так, что, мне кажется, люди приходят, и они в моменте вот погружаются конкретно в ту историю, которая происходит здесь сейчас, потому что это атмосфера, которая запоминается, да, то есть ты же атмосферу вечеринки не можешь потом воспроизвести. Вот когда сет, например, на вечеринке записали, вот его слушают, там кто-то может сказать, кому-то нравится, кому-то нет, а кто-то как бы был в том самом моменте именно там и кайфовал, например, да, от того, что там происходило. Вот. И таким образом, как бы, неважно, какая музыка. Для меня вообще музыка не делится, если честно, там, на новинки или не новинки. Я играю и старую музыку, и новую музыку. И, собственно, самое главное, чтобы она была хорошей, мне нравилась. Я несу как бы вот свой какой-то там свое определенное видение вообще, да, того, что я вижу и как бы каким образом это все происходит. А ты вот сказал такой термин «настоящий прогрессив». Чем он отличается? Я имею в виду, что есть вот определенная комьюнити прогрессив музыкантов в мире. Вот, на самом деле оно не очень большое. То есть реально это, наверное, там, 1000 человек на весь мир, кто пишет прогрессив в его, скажем так, таком настоящем тру-звучании. Да? А для меня чем он отличается? Первое, это саунд-дизайн. То есть это, значит, интересный саунд-дизайн с определенной мелодичностью, с интересными звуками. Доступность большая. И я, в принципе, этому как бы достаточно рад, потому что многие люди могут научиться сейчас писать музыку, и это хорошо. Уровень доступности достаточно низкий, и много музыки, скажем так, среднего качества там выходит. Человек неискушенный, наверное, особо там и не разберется. А так как я просто коллекционирую эту музыку с 2000-х годов, то есть я уже ее столько переслушал, что там десятки тысяч этих треков там, вот, и, соответственно, как бы я ее коллекционирую. И я знаю, многих артистов я знаю лично, да, там, мы с ними общаемся, как бы, там, меняемся треками, какими-то анрелизами и так далее. И вот оно есть какой-то комьюнити. Вот для меня, как бы, наверное, это вот как раз определенная комьюнити, которое я понимаю, знаю, это и есть настоящее звучание. Я не говорю о том, что все остальное плохое или еще что-то, да. У каждого там свой вкус.
Это вот чисто мое видение. А ты сказал, что твои треки поддержали в основном за рубежом. В каких странах, интересно? Мою музыку играют по всему миру. То есть вот даже где-то в Зимбабве мне оттуда писали. Но в основном, конечно, прогрессив, он популярен. Это Аргентина, Шри-Ланка, Пакистан, Австралия. Вот, наверное, такие основные страны. Мексика, Америка как бы играют. То есть мне со всего мира периодически там пишут люди о том, что они играют мою музыку. Кто-то даже пишет, что берет мои треки за референсы. В 2018 году или в 2019 я написал один трек, называется «Тундра». Вот. И что интересно, этот трек играл в клубе «Варп» чуть ли не на каждой вечеринке в течение года. По 2-3 раза. Хотя лично для меня как бы трек, ну, я от него устал уже. Вот. И если знаете, есть такой диджей Бондарев. Он здесь вот приехал недавно с гастролей по Азии. И говорит мне, слушай, я, говорит, был в Таиланде. И, говорит, не поверишь, Тундру, вот я, говорит, общаюсь там, она там также играет почти вот на каждой вечеринке. Трек просто рабочий, как бы, его там вот везде и тестят. Расскажи, ты являешься одним из организаторов фестиваля «Икра». Почему вы выбрали для названия русский стиль и образ матрешки? Это было такое решение достаточно как бы четкое. Мы понимали, что мы вообще в принципе нашу страну любим. И для нас система отмены, которая идет в других странах, она непонятна, потому что вот лично я, как музыкант и продюсер, всегда думал, что музыка вне политики. Вот. А выяснилось, что не совсем так. Но, тем не менее, много музыкантов и в других странах, они готовы приезжать даже к нам, но просто боятся пока что. Но мы их как бы все равно привезем когда-нибудь. Матрешка, она как-то появилась как очередной элемент дизайна. Она выглядела достаточно так аутентично, да, то есть это прям вот наша стилистика, и там и шрифт подошел как раз русский, и, соответственно, мы решили взять вот такой вот образ для нашего фестиваля, чтобы в том числе и артисты иностранные проникались нашим, скажем так, элементами творчества, дизайна и так далее. Вот. Потому что многие иностранные артисты, они же видят наши афиши в том числе. И, кстати говоря, многие пишут, что прикольно. Но почему именно икра? Не матрешка, не гусли? Прогрессив у нас в стране популярен среди тех, кто сидит дома. А вот на тусовках его играют мало. И мы хотели таким образом, значит, объединить по крупинкам и вытащить тех, кому действительно интересен этот стиль. И как бы посыл был именно такой, что вот как бы мы берем по крупинкам ценителей этой музыки и, соответственно, собираем их в одном месте для обмена какого-то опыта, знакомства, дружбы и так далее. Вся эта наша история, она уже подходит как бы к финальному, к самому как бы мероприятию. Вот, у нас там в лайнапе очень хорошие артисты зарубежные. И, собственно, кстати говоря, вот кто не побоялся и готов приезжать. Если как бы говорить конкретно по именам, Роджер Мартинес, Нидерланды, диджей Руби, это Мальта, который к нам приезжает частенько, мой хороший достаточно друг, мы с ним общаемся. Будет играть у нас музыку. И Хобин Рут, Сербия. Кстати, Хобин Рут в своей родной стране получил приз как там открытие года как диджей. Вот, то есть достаточно перспективный, интересный диджей, пишет интересную музыку. Ну а Роджер Мартинес это вообще, в принципе, человек, который выпускался на лейбле Guy G, Lost and Found. У него супер как бы уникальный стиль, и его послушать будет действительно интересно. Но я, в принципе, думаю, каждых из тех, кто будет там, послушать будет интересно, потому что у нас там очень сильный и, значит, наш российский лайнап,
Дневная программа у нас будет идти в стиле там электроника, техно. То есть это София Родина, Ковязин, Кэнселит, Денис Казначеев и Паша Техник с электро-панк-сетом. Ну а ночью будут ночи прогрессива. Это вот тот состав, который я обозначил, плюс наши ребята Волин Сентир, Бондарев, Костя Лавский, Митинг Моли, Монту, Систер Свит, Йонж. Я буду играть, и будут играть резиденты Triangle Infinity. А сталкивались вы с какими-то трудностями для привоза зарубежных артистов? Так как я со многими из них общаюсь, да, то, в принципе, я понимаю, кто может к нам приехать, а кто нет. И изначально мы эти запросы делали тем людям, которые любят нашу страну и, в принципе, там, готовы посетить нас, и которых вот эта международная обстановка не напрягает. Хотя, скажу так, что я лично вел переговоры очень интересные с звездой прогрессив хауса, там, супер топ-класса, то есть это прям мировая звезда, который, значит, так оказалось, что живет в соседнем доме с моим другом диджеем в другой стране, и как бы получилось с ним там начать общаться, и вроде бы как бы он и готов, и хочет, но в связи с ситуацией с этой все-таки не поедет. А вот те, кто приезжает, они как бы все прям хотят увидеть. Роджер Мартинес первый раз у нас выступает в России, для него вообще очень интересно. Хоббин Рут тоже. Ну а Руби это вообще уже, мне кажется, наш здесь друг и товарищ местный, потому что он выступал уже, по-моему, почти во всех городах России крупных. Вот, и, собственно, у него будет как раз гастрольный график. И вот, значит, в этом гастрольном графике одно выступление будет проходить у нас на фестивале. А расскажи о самом запоминающемся фестивале в твоей жизни. Ну, вообще, если честно, я вот как бы не фестивальщик. Вот прям так, да. То есть и я распределяю фестивали, наверное, для меня они делятся на два типа, где я играю и где я как гость прихожу. Вот, соответственно, если говорить о том, как гость, то, наверное, это был фестиваль, о котором слышали многие, а может быть и многие были моего возраста. Это рейв-инстанция в парке Горького. Вот, это был, по-моему, самый крупный фестиваль в России, который вообще возможно было провести в таком формате. То есть там было, по-моему, 100 тысяч или 150 тысяч человек, я уж не помню. Ну, прям вот очень много. Парк Горького был битком забит как бы тусерами. Это было прям для меня еще в том возрасте супер весело, супер интересно. И я, конечно, получил тогда массу удовольствия атмосферой. А где хотел бы побывать? Ну, наверное, я бы съездил на Lowland, наверное, бы я съездил. Стилистически просто там играют те диджеи, которые мне нравятся. Ну, а так, в принципе, это, наверное, какая-нибудь Бразилия, Аргентина, там, может быть, Бум-фестиваль. В нашей команде есть человек, который строил сцену на Бум-фестивале в Португалии, и он много мне рассказывал. То есть он вообще строил сцены по всему миру, там, от какого-нибудь Вьетнама до Бали и Панамы даже. То есть историй там миллион. Я, в общем, короче говоря, всего это дослушался. И, в принципе, наверное, куда-нибудь было бы интересно съездить там за границу, посмотреть, как тусуются там, именно вот на фестивалях. Вот. А так у нас, ну, мне интересно прогрессив-культура. А фестивалей с прогрессив-культурой у нас нет. Есть ряд команд, которые тащат этот стиль. Но, собственно, как бы вот мне кажется, чтобы это был прям прогрессив, это вот наш фестиваль «Икра», и я поеду туда. А дай совет начинающим артистам, стоит ли заниматься продакшеном, почему? Смотря для чего. Да? То есть если это не то, что откликается в сердце, то, наверное, не стоит. Вот, потому что я лично для себя, когда пришел в музыку,
То есть я музыкой живу, я ее люблю, и для меня это часть жизни. И, соответственно, как бы мне очень нравится и писать музыку, и играть ее. Я от этого получаю реальное удовольствие и кайфую сам. Вот. И никаких других целей у меня нету. Вот. А если говорить о каких-то там других подтекстах, ну, тогда, наверное, и не стоит. Вот. А с точки зрения того, можно ли сейчас прийти в это, конечно, можно. Очень много обучающих программ, всяких школ, видеороликов в интернете. То есть, когда я начинал писать музыку, этого всего не было. И, ну, точнее, было, но очень мало. И мне приходилось как бы прям это все выискивать. Я знакомился с людьми, которые тоже пишут музыку. Мы объединялись, там, обменивались как-то просто какими-то знаниями. Вот, потому что иногда, конечно, казалось, а вот непонятно, правильно я или вообще там что-то делаю, свожу там, в общем, кучу нюансов. Но я, в принципе, и сейчас обучаюсь. То есть это вообще нескончаемый процесс. Поэтому, если это не нравится, то и не нужно. А если нравится, то, конечно, вперед из песней, и все получится. Есть какие-то советы, которые ты мог дать, если человек хочет? Первое. Нужно пройти базовые знания по той цифровой платформе, с которой будешь работать. То есть это там может быть Ableton, это может быть Logic, там еще какие-то, да, там Cubase и так далее, Reaper. Вот. Чтобы понимать изначально саму оболочку. Ну а дальше это уже понимание стиля, наверное, наслушанность этой музыки, чтобы делать какой-то качественный материал. Да, потому что у каждого там стилистический аспект очень важный, свои как бы приемы, фишки и так далее. Вот. Но в принципе, в общем, можно добиться результата. Вот, например, я с 2018 года начал писать музыку, и сейчас у нас 2024, вот 6 лет. Собственно, ну и в принципе, как бы вот мой результат, он, по мнению коллег по цеху, достаточно хороший. Вот, поэтому все возможно. Старайтесь, делайте музыку, и все получится. Как ты считаешь, что важно для успешности трека? Сам трек или лейбл, на котором он запускается? Ну, то, что касается успешности трека, то это синергия. То есть хороший трек на плохом лейбле, его никто не заметит. То есть он может найти свою там популярность, но пройдет это там через какой-то там период большой времени. Поэтому реально лейбл это как презентационная кампания. Она как бы помогает услышать трек тем людям в твоем стиле, которые могут его отыграть и, собственно, показать его миру. Вот. Поэтому нужно хороший материал, то есть хороший трек и хороший лейбл. Я для себя вот в моем стиле определил несколько лейблов, с которыми я работаю. И, в принципе, вот, ну, мне достаточно. То есть больше дальше я, наверное... То есть кто-то гонится там за релизами на каких-то определенных лейблах, у меня такого сейчас нет. У меня вот есть там Mango Alley и Warp. Ну, еще Juicebox. Вот как бы 3 лейбла, с которыми, в принципе, мне комфортно работать. Потому что у них хорошая промо-рассылка, их материал слушают диджеи топ-уровня. То есть, в принципе, как минимум, этот трек, он будет услышан артистами громкими, с громкими именами и может быть сыгран. Вот. А дальше уже, как бы, соответственно, трек работает по самому качеству за себя. Расскажи нам о своих творческих планах, каких нам релизов ждать, когда, какие-то супер выступления, мероприятия. Слушайте, ну, на самом деле у меня как бы получается сейчас вот почти до, мне кажется, сентября там уже почти все расписано. То есть я играю, значит, ближайшие, вот в эти выходные я еду играть в Ярославль, там будет вечеринка от Minda Space, это при пати фестиваля «Икра».
интересный там лайнап. Потом я играю, значит, пропаганда. На следующий день я еду на фестиваль БК. Дальше фестиваль Икра 12-14 июля. Потом опять пропаганда 29 июля. Потом Ростов, Анапа, Краснодар. И что-то там еще. В общем, как бы играю сейчас достаточно часто. И, в принципе, поэтому можно меня много где услышать. Вот. А то, что касается релизов, релизы у меня проходят постоянно, в принципе. Сейчас подписан, наверное, будет вот ближайшее, это ремикс на лейбле Mango Alley, который выйдет там в ближайшее время. Потом у меня есть договоренности с лейблом Warp. Туда будет, значит, сделано пару оригиналов. В общем, релизы постоянно идут, на самом деле. Там раз в среднем там, месяц-два месяца какие-то треки у меня выпускаются. Я потому что пишу и пишу. Вот. Собственно, вот такая история, то, что касается релизов. Согласен ли ты, что музыка является всемирным языком общения, и было ли у тебя когда-нибудь подтверждение этого? Ну, безусловно, я это 100% понимаю и вижу, и ощущаю, да, когда тебе там в личку в Инстаграме со всего мира пишут люди, что там твоя музыка влияет на их жизнь каким-то боком, то, конечно, это то, как ты можешь выразить себя. Причем, мне кажется, у музыки как раз нет национальности. То есть вот это мировая история. Она может нравиться вообще в любой стране, как я и говорил. То есть вот у меня музыку играют там в Аргентине, в Мексике, Шри-Ланке, там, в Австралии, в Японии, там, в Пакистане. Вот. И, в принципе, со всех этих стран пишут люди там разных национальностей, религий и всего остального, но всех их объединяет музыка. И, соответственно, это очень круто. Ура! Ура!